Друзья, всем привет! На связи команда АСТ+, и сегодня у нас второе видео в новом формате – интервью. Я буду задавать вопросы Даниилу Демьянову, руководителю отдела продаж группы компании АСТ. Всем привет! Но перед тем, как Даниил расскажет нам о своем новом интересном проекте по доставке высокотехнологичного оборудования на предприятие Невинномысский азот группы Еврохим, я задам ему несколько вопросов о его карьерном пути, который он начал в АСТ в 17 лет. Ну что, поехали? Данила, расскажи, пожалуйста, как начался твой карьерный путь в АСТ+, который уже насчитывает 10 лет? На самом деле в компании я работал практически во всех отделах, хорошо знаю устройство компании, что мне в будущем очень помогло в профессии. Я не понаслышке знаю, что такое жить в машине в плюс 30 в Рыбинске без кондиционеров или прикрытия, поэтому я хорошо понимаю свою работу. Расскажи, пожалуйста, что было после и что тебя мотивировало дальше развиваться в отрасли негабаритных перевозок? В компании начал создаваться портовый отдел. Я первый проявил инициативу в нем поучаствовать, потому что мне было интересно все самое новое. Я приобрел много навыков, работая в порту, потому что нужно было работать с линиями, с документами, с грузоотправителями, с техникой. Это живая работа, которая требовала новых навыков, и я считаю, что в тот момент я вышел на новый для себя уровень, и это и послужило тем, что дальше продолжился мой рост в компании. А расскажи подробнее, чему ты научился, работая в портовом отделе? Наверняка проводил очень много времени в портах Санкт-Петербурга. Ой, да, я пропустил некий такой студенческий тусовочный период, потому что пока все мои друзья тусовались и отдыхали, я жил в порту, спал в машине, потому что бывало, что суда приходили с опозданием, их нужно было дежурить, ждать прямо в порту. Вот эти ожидания бывали и сутками, но я ни о чем не жалею, это был очень интересный этап моей жизни, вспоминаю только с теплом. Благодарен всем, кто был рядом. А какими результатами ты сейчас можешь поделиться уже на текущем уровне работы в АСТ? Наверное, это то, что я уже третий год ту выручку, которую я генерирую, я каждый год удваиваю. Сейчас я на том этапе, когда мне на самом деле удвоиться в этом году будет намного сложнее, поэтому, дорогие партнеры, клиенты, буду очень рад, если вы мне поможете в реализации. Расскажи, пожалуйста, после работы в портовом отделе, как так получилось, что ты начал привлекать новых клиентов в АСТ? Мне всегда были интересны продажи, это, наверное, шло из какого-то детства, из кинематографа, какой-то успех, деньги, и мне всегда этого хотелось, я начал себя пробовать, скажу честно, поначалу ничего особо не получалось, но, как сказал Дмитрий Сергеевич, это закон больших цифр, нужно просто делать, и все будет. Так получилось, на самом деле. У тебя и получилось это. Да, появились первые клиенты, и как только они пошли, как снежный ком это все пошло. И потом это как сарафанное радио, по знакомым начинает расходиться, по клиентам клиентов, друзей, и после этого обретаешь вот прямо друзей. И, наверное, основная часть друзей, с которыми я вот дружу, общаюсь, они из сферы логистики, меня это воодушевляет. А сколько тебе потребовалось времени, чтобы достичь каких-то первых результатов именно в направлении продаж? Наверное, год. Год холодных звонков, холодных имейлов это был. Ответы в телефон: мне ничего не надо, у нас самозабор, у нас уже все есть. Я это все миллион раз слышал, но я не унывал, топил дальше. И это сыграло. Но это действительно тяжело, это наверняка непростой период в жизни, и я сама работала в продажах и знаю, как это. Расскажи, вот почему ты не сломился и решил продолжать дальше идти по этому пути? Я не могу сказать, что я не сломился. Были, конечно, моменты какие-то упадков, но рядом были старшие товарищи, которые подсказывали, что Даня, все будет, просто надо больше работать. Так и случилось. Я стал больше работать и стало больше получаться. Все просто на самом деле. Еще один вопрос вас ждет в самом конце интервью, а сейчас мы переходим к следующему блоку, к проекту, который был реализован в городе Невинномысск. Данил, расскажи поподробнее вообще, какие задачи стояли перед тобой и перед компанией АСТ+. За нашим заказчиком нам была поручена перевозка 29 негабаритных мест. Мы забирали груз в Петролеспорту и доставляли, соответственно, на производственную площадку Невинномысского азота. Самый большой груз у нас был индикативный, он был длиной более 20 метров, шириной 4,5 метра, и высота его была 4,74.
Что требовалось сделать для подготовки перевозки настолько сложных грузов? Самое основное это было, наверное, смена оригинальных ложементов от завода-изготовителя на те, которые мы совместно с нашим заказчиком спроектировали и изготовили, потому как в стандартные ложементы мы не могли вложить в постель полуприцепа, чтобы снизить погрузочную высоту. Мы все это сделали. Далее у нас был этап согласования ЖД-переезда в Петролеспорту. Многие знают, что высота туннеля всего 5 метров, а при длине сцепки более 40 метров нам было там не проехать, поэтому нам нужно было дополнительно согласовывать переезд через ЖД. Также возникли небольшие проблемы по проезду по территории самого завода. Инфраструктура не позволяет возить высокие грузы, так устроен завод. Все металлоконструкции, трубы находятся достаточно низко, и автопоезды высотой даже 4,5 метра испытывали трудности. Поэтому пришлось разрабатывать схему движения. Получается, было 3 основные задачи для подготовки к реализации к этому проекту. И я бы хотела узнать подробнее про изготовление новых ложементов. Сколько это вообще заняло по срокам и насколько это было сложно? По времени это заняло где-то, наверное, пару месяцев, но основной из этого срока это, конечно же, все-таки согласование с производителем оборудования. Мы планировали использовать 2 новых ложемента, но наши китайские друзья подсказали нам, что нужно использовать все-таки 4. Мы спроектировали и изготовили 4 ложемента, каждый из них является уникальным, потому как оборудование хоть и длинное, но диаметр по всей длине у него разный. Все подошло тителька в тительку. И какая в итоге получилась транспортная высота автопоезда? Транспортная высота 5,15 с возможным опусканием на гидравлической системе для прохождения препятствий. Давай подробнее обсудим этап подготовки к передвижению транспорта по территории завода. Расскажи, что вы сделали, насколько это тоже было сложно, интересно для тебя и для других, может быть, сотрудников компании. Мы работали очень плотно с проектным отделом Еврохима, который как раз и строит новый блок. У нас было 4 командировки на предприятие. Первая, наверное, такая была более ознакомительная, а дальше уже была плотная работа, что нам нужно убирать, где нам нужно что строить, точнее, что нужно подрядчику строить. Мы выступали как консультанты в данном случае. И сколько по времени заняла данная подготовка? Я так понимаю, у вас был целый большой документ с подробными описаниями, что нужно доработать, изменить в инфраструктуре на территории завода. Да, у нас был документ, можно сказать, как проект организации дорожного движения с привязкой к нулевому маршруту, то есть мы прямо до 10 метра давали с фотографиями свои рекомендации, что нужно и где сделать, иначе просто мы не проедем и оборудование встанет. После подготовки к реализации, как прошла сама транспортировка грузов? В октябре 2023 года уже был в разгаре геополитический конфликт в Красном море. Оборудование плыло в составе 50 контейнеров на разных судах. Соответственно, оборудование приплыло уже в ноябре в Петролеспорт, а контейнера, к сожалению, в Египте по геополитической ситуации не перегрузили на другое судно, и оно задержалось. Груз шел по класс-решению, соответственно, мы не могли начать таможенные операции по основному негабаритному грузу, и пришлось ждать. И это все сместилось на середину декабря, приход контейнеров. Соответственно, таможенные операции мы начали только 20 декабря. А по контракту какие у вас были условия? Доставить оборудование до конца года. Как обычно, последнее плечо самое важное. И получилось ли у вас это сделать? 30 числа последняя машина торжественно выгрузилась. Вместе с руководством завода, проектным отделом, все приняли оборудование. Здорово.
и круто, что вы успели сделать все в сроки по контракту. А что вам помогло так быстро нагнать такой короткий период времени и все-таки справиться с этой задачей? Хорошо зная портовую специфику, мы направили человека на отгрузки дополнительного, который был и днем, и ночью в порту, чтобы грамотно распределять грузы, помогать тельманам формировать списки водителей. Это позволило нам ускорить погрузку даже при условии декабря и, как обычно, ветра. Оборудование длинное, парусит оно хорошо, поэтому нам не сразу разрешали погрузки, но мы справились. Здорово. А какие вообще впечатления ты получил от реализации данного проекта? Чем можешь поделиться? Ну, я все-таки в компании отвечаю за продажи, и все, что новое, инженерное, мне, конечно, интересно, но я не очень в этом разбираюсь, и поэтому было плотное сотрудничество с проектным отделом Еврохима. Я много чего узнал, и мы были на связи 24 часа 7 дней в неделю, оперативно решали все вопросы. Хочется отметить, что вот именно руководство проектного отдела проявили себя по-мужски прямо. Ну, это вообще отлично, я очень рада, и хочется пожелать тебе в будущем реализовывать еще более масштабные, крутые проекты, более маржинальные. Желаю тебе в этом больших успехов. Что можешь вообще для новых специалистов посоветовать, вот, которые так же, как и ты когда-то, пришли, например, в компанию по негабаритным перевозкам, в логистику, чтобы ты им посоветовал, не знаю, каких-то 3 пункта основных, чего им придерживаться? Ребятам, которые только начинают путь логистики, мне хотелось бы посоветовать, ребят, не надо прыгать из компании в компанию, нужно просто работать, работать и работать, и все будет. Даниил, спасибо тебе большое за это интервью. Было очень интересно узнать о твоей карьере, о проекте, который ты реализовал. Друзья, я надеюсь, вам тоже понравилось наше новое интервью. Обязательно делитесь в комментариях своей обратной связью. Ставьте лайки и пересылайте это видео друзьям и партнерам из мира логистики. Даша, спасибо большое. Ну а мы продолжаем делать сложными перевозок легким. На Невиномысском Азоте построят новую воздухоразделительную установку. Оборудование, приобретенное компанией «Еврохим», доставлено на территорию предприятия. В ближайшее время специалисты начнут монтаж объекта. На Невиномысский Азот спецтранспортом доставлено технологическое оборудование весом более 1000 тонн для новой системы разделения воздуха. Новый блок спроектирован с учетом высокотехнологичных решений. Он заменит собой действующую физически устаревшую производственную мощность и повысит производительность и эффективность цехов по выпуску продуктов органического синтеза. Реализация данного проекта позволяет гарантировать обеспечение промышленной безопасности, а также повысить производительность труда. Новая воздухоразделительная установка предназначена для получения газообразного кислорода и азота, жидкого кислорода, азота и аргона. Азот и кислород, себестоимость которых заметно снизится, будут использоваться для внутреннего потребления в производственных процессах изготовления удобрений и продукции органического синтеза. Данный блок представляет из себя высокотехнологичное решение с более высокими показателями по энергоэффективности. Кроме того, использование современных технологий позволит минимизировать влияние на окружающую среду. Осталось добавить, что проект по строительству воздухоразделительной установки получил положительное заключение государственной экспертизы, в том числе экологической. Пусконаладочные работы по вводу в строй нового объекта на Невиномысском Азоте запланированы на 4-й квартал текущего года.